Всем привет! Сегодня у меня на ремонте видеокарта RTX 4080 Super на 16 гигабайт от производителя Asus. Человек приобрел ее в составе готовой сборки на Озоне. Вся сборка обошлась в 270 тысяч рублей. Приехала она в город Калининград и, к сожалению, оказалась нерабочей. Поэтому попала ко мне на рабочий стол. Карта имеет внушительные размеры. Масса видеокарты практически 2 килограмма. При своей массе толщина составляет около 7 сантиметров. Сейчас мы будем ее разбирать, смотреть основные сопротивления и искать, в чем же неисправность данной видеокарты. По словам владельца, карту пытались запустить на нескольких компьютерах, но признаков жизни она не подала. Не работала подсветка, не работали кулера, то есть вообще ничего. Сейчас я попробую посмотреть, какие напряжения поднимаются на карте. Поэтому карта уже подключена. Мультиметр включаем. И подаем питание с нашего блока. Так, начнем с 12 вольт с разъемом PCI-Express. 12 вольт есть. 12 вольт с разъема 12 H-Power также у нас присутствует. Следующее смотрим 5 вольт. 5 вольт у нас есть. Дальше 1,8 вольт напряжение, ничего. Напряжение PCI-Express контроллера 0,9 вольт, ничего. Напряжение 1,2 вольта, ничего. Напряжение памяти, питание памяти, ничего нет. Ну и соответственно последнее напряжение графического чипа тоже у нас отсутствует. Еще одно питающее напряжение, приходящее со стороны разъема PCI-Express, 3,3 вольта. Смотрим его на данном пятаке. 3,3 вольта на карте у нас есть. В итоге из всех напряжений у нас имеется только 12 вольт, 3,3 вольта и 5 вольт. Остальных напряжений у нас нет. Далее необходимо открыть схему на эту карту и посмотреть последовательность запуска основных напряжений Power Sequence и определить, на каком этапе у нас возникает проблема. Итак, открываем схему. Данная схема от 4090 MSI, но на свою карту 4080 Super схемы не нашел, поэтому будем пользоваться этой. Данная схема практически идентична 4090, там с небольшими различиями, поэтому нам тоже подойдет. Итак, как мы знаем, на нашей карте сейчас поднимается три напряжения. Это 12 вольт, 5 вольт и 3,3 вольта. 12 вольт и 3,3 вольта это внешнее напряжение, которое приходит на карту с блока питания. И только напряжение 5 вольт формирует уже непосредственно сама карта. Поэтому мы сейчас с него и начнем. Посмотрим последовательность, начиная с этого напряжения, и как дальше происходит запуск. Смотрим на содержание и видим на странице 65 секвенс, последовательность 5 вольт, 1,2, 3,3 и так далее. Переходим на эту страницу. Перед нами логический элемент, пятиногая микросхема U803. Данная микросхема формирует сигнал на ноге 4. Это сигнал Enable для запуска напряжения 1,2 вольта. Соответственно, замерив этот сигнал, его там не оказалось. Микросхема U803 формирует этот сигнал посредством двух сигналов. Это на первой ноге и на второй.
Первая нога это 5 вольт, ранее мы замеряли, на карте 5 вольт есть, а вот на второй ноге сигнал PS VMON PowerGood отсутствует. Судя по названию, сигнал VMON PowerGood это разрешающий сигнал с микросхемы вольт-монитора. Копируем название этого сигнала, вставляем в поиск и ищем микросхему вольт-монитора. Вот наша микросхема вольт-монитора, это U810. И вот наш сигнал PS VMON PowerGood, который с нее уходит на нашу микросхему логики. Здесь он проходит через нулевой резистор 860, нулевой резистор 959, и непосредственно он выходит с 30 ноги и называет сигнал BS OK. Этот сигнал в настоящее время отсутствует, поэтому мы проверяем работоспособность самой микросхемы вольт-монитора. Для этого мы смотрим на само питание этой микросхемы. Это нога VCC, нога номер 27. Мы видим по схеме, что на эту ногу приходит напряжение 3V3F, это 3,3 вольта через нулевой резистор R982. Резистор R973 на данной плате не распаян. Измерив напряжение на данном элементе резисторе R982, я увидел, что тоже ничего нет. Поэтому мы понимаем, что линия 3V3 не запитана. Теперь нам нужно найти, откуда эта линия берет начало и как формируется. Это также можно сделать через поиск, но это не так быстро, поэтому, так как я уже схему просмотрел, переходим на следующую страничку, чуть выше, и нам нужна вот эта верхняя часть. Это PEX 12 вольт и PEX 3,3 вольта. Вот как заходит 12 вольт через разъем PCI-Express. Это нам, в принципе, сейчас пока не надо, а нас интересует, как заходит 3,3 вольта через разъем PCI-Express. Вот она, наша небольшая схемка. 3,3 вольта с материнской платы, с разъема, приходит на карту и проходит два нулевых резистора. И потом эта же линия уже называется 3V3F. По сути, это 3 вольта с нашей материнской платы. Сейчас я покажу это на Board View непосредственно на плате. Это получается, вот они наши резисторы 1.75 и 1.73. А начнем мы с самого начала. Сейчас, секунду. 1.73, вот отсюда их. Вот наш разъем PCI-Express, который вставляется в материнскую плату. Вот 8-й контакт. С этого контакта и 3,3 вольта идут на обратную сторону на два наших резистора 1.75 и 1.73. Далее на вторых контактах этих резисторов уже образуется линия 3,3 вольта. И называется она 3V3F, которая также питает наш вольт-монитор. Ну, в нашем случае не питает, потому что там нет напряжения. Замерив напряжение на данных элементах, я увидел, что напряжение тут есть. Соответственно, я начал проверять остальные точки выхода этого напряжения на следующих микросхемах, которые сейчас подсвечиваются желтым цветом. И выяснилось, что 3,3 вольта только присутствует около разъема PCI-Express внизу карты, вот на данных элементах. Далее 3 вольт нету.
Это означает, что линия 3,3 вольта, которая проходит в слоях карты, где-то получился обрыв этой линии. И чтобы его восстановить, мы прибегнем к самому простому способу. Это проложим небольшой проводок от контакта, где это напряжение есть, к контакту, где оно должно быть. Я выбрал для удобства пайки и прокладки провода первый контакт конденсатора C1928. И вот примерно по такому маршруту проложить проводочек до резистора R2280, до его первого пятака. Но этот резистор не распаянный на моей плате, но на этом пятаке все равно должно быть 3,3 вольта. После того, как я это сделал, проложил проводочек, питание 3,3 вольта появилось на остальных микросхемах, и далее поднялись все основные питающие напряжения на всей видеокарте. А точнее 3,3 вольта пошли на наш вольт-монитор, на 27-ю ногу. Вольт-монитор выдал разрешающий сигнал VMON PowerGood на нашу микросхему логики, которую мы смотрели дальше, на U803. Данная микросхема сформировала сигнал на 4-й ноге Enable, чтобы запустилось напряжение 1,2 вольта и так далее, вплоть до запуска питания графического процессора. То есть, по сути, карта запустилась. А так выглядит окончательный ремонт. Тонкий проводок, уложенный поверху платы и закрепленный ультрафиолетовой маской. Все напряжения на карте поднимаются, а значит ремонт закончен. Теперь мне осталось собрать карту, подключить к компьютеру и провести еще несколько тестов, убедиться в корректе работоспособности, и можно выдавать счастливому владельцу. Итак, мы загрузили систему, наша карта отлично работает, проходит все тесты, GPU Z отображает информацию, RTX 4080 Super, 16 гигабайт памяти микроновской GDDR6X. Сенсоры корректно отображают также информацию, а значит ремонт можно считать удачным. Еще один момент, на котором стоит остановиться, это причина, по которой могла произойти такая поломка. Я могу предположить два варианта, из-за чего карта вышла из строя. Это заводской брак, либо механические повреждения при транспортировке. Потому что карта весит практически 2 килограмма, а приехала она установленная в системном блоке в материнскую плату. И учитывая это, любая тряска, либо механические толчки могли повлиять на изгиб текстолита и нарушить какие-либо дорожки внутри карты. Но учитывая, что при разборке карты она была просто в идеальном состоянии, была на заводской пломбе, сама карта была ровная, без каких-либо повреждений, я больше склоняюсь к варианту, что это был заводской брак. Но при таком варианте тогда встает следующий вопрос: как сборщики магазина могли установить такую видеокарту и отправить человеку, не проверив ее, или проверив и отправить? Это уже мы никогда не узнаем. Так что нужно учиться на чужих ошибках и стараться не попадать в такие ситуации. Просить, может быть, магазин перед отправкой прислать какие-либо видео, подтверждающие работоспособность. Не факт, конечно, что вам их пришлют, но попросить можно.
Так что такой вот ремонт у нас завершен. Всем спасибо за просмотр и пока.